Захожу, значит, я такой на YouTube и вижу среди блогеров, на которых подписан, заголовки. Interactive Brokers закрывают счета своих клиентов. Ваши активы на счетах Interactive Brokers будут заблокированы. Все, конец, кранты, закрываются все счета, активы замораживаются на неопределенный срок, ничего не понятно, паника, суета. Хочется просто вот взять, этим блогерам надавать. Значит, смотрите, давайте разберемся, в чем суть. Всем прислали сообщение, одного характера. What the Ukraine crisis might mean for your investments. Вчера ночью пришло такое письмо с предупреждением. Это не глобальное все, давайте закрывайте все счета нафиг, счета россиян, счета украинцев будут заблокированы, деньги конфискованы, все, мы справились, американцы, значит. Нет, ничего подобного. В этом предупреждении говорится о том, что в связи с текущими событиями на Украине, между Россией и Украиной, есть несколько важных вещей, о которых хочет брокер вам рассказать. Первый пункт этого сообщения говорит о том, что Interactive Broker в связи с волатильностью сложившейся ситуации на энергетических и товарных рынках может без предупреждения, без уведомления вас менять свою политику в отношении всех бумаг, которые так или иначе имеют отношение к Украине или к России, всякие производные и так далее. Второй пункт – это клиенты, которые торгуют расписками депозитарными на российском и украинских рынках, могут быть лишены возможности совершать сделки с этими инструментами, и лучше, наверное, отказаться от покупок, от открытия позиций на эти инструменты. Третье. Клиенты с позициями непосредственно на московской бирже. Мы напоминаем о возможности применения санкций в рамках международной банковской инфраструктуры, которые могут помешать упорядоченному закрытию позиций и возврату выручки от продаж на счета Interactive Brokers. Выручка от продаж может быть заморожена в России на неопределенный срок. И четвертое. Это резиденты России или россияне, проживающие на частях Украины. Могут быть к ним наложены, ограничения и блокировка счетов Interactive Brokers и осуществление любых транзакций. То есть можно будет попасть в такую ситуацию, что ваши деньги на счетах Interactive Brokers будут заморожены на неопределенный срок. Почему это вообще становится возможным? Потому что Interactive Brokers, хоть это и глобальный брокер, он во многих странах присутствует, разные у них есть локальные, и в Великобритании, там где-то в Индии, по-моему, тоже у них есть офисы. Но, тем не менее, брокер американский, санкции от США в том числе исходят в отношении России, поэтому такое может быть, это исключать нельзя. Как видите, в сообщении ни слова вообще про блокировку счетов не ведется. Если таковые изменения будут вноситься в регламент работы брокера непосредственно, то клиенты все будут осведомлены об этом и обязательно получат возможность вывести в определенные сроки свои деньги. Другое дело, если что-то будет нехорошо с свифтом, с возможностью перевода денег по реквизитам от американского брокера непосредственно в ваш банк на территории России, будь то Тинькофф, будь то Сбербанк под санкциями или ВТБ. Вот эти два последних, они вообще уже все, до свидания. С Interactive Brokers на счета этих банков, видимо, вывести ничего не получится. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях по поводу этого. Значит, вот такое сообщение. Пока что счета не блокируют. Я рекомендую вам особенно не дергаться. Если у вас есть какой-то кэш на счете в Interactive Brokers, можете его вывести. Единственное, помните, что при выводе вы должны оставлять хотя бы какой-то небольшой кэш, по-моему, $5 минимально, для того, чтобы ваш брокерский счет не заблокировался автоматически. За вот такой небольшой остаток на брокерском счету вам не нужно будет ничего доплачивать, так как счета для россиян у нас пока что без комиссии держатся в этом брокере, и ничего дополнительно доплачивать не нужно за бездействие на этом брокерском счету. Вывести можно пока что без комиссии, пока со свифтом все нормально, и даже если с ним будет ненормально, то наверняка будет какая-то альтернатива для вывода средств. Вот, если не все банки подпадут под эти санкции, то, опять же, проблемы не будет открыть счет в том же Тинькофф, если у вас не было открыто до этого счета в этом банке, и вывести активы свои на счет этого банка, предварительно, конечно, добавив свои реквизиты в Interactive Brokers. Вот такая ситуация, ничего страшного пока что не произошло касательно ваших средств в Interactive Brokers. Ну и, кстати, для успокоения, если ваш брокерский счет все-таки исходит из стратегии долгосрочных инвестиций, то даже если ваш счет будет заблокирован, на нем находится
те бумаги, те активы, да, которые вы покупали как раз-таки на долгий срок, это, наоборот, может сыграть даже в плюс вам, потому что вы не будете трогать свои активы, поспешные выводы делать, продавать, покупать, значит, акции, тем самым экономить на комиссиях. Ну и, как говорится, лучший инвестор – это мертвый инвестор, который не трогает свой брокерский счет, положил деньги, все, они у него там находятся, и вот в условиях блокировки счетов рано или поздно разблокировка все-таки будет, может быть, вы даже смените резидентство и не будете резидентом России, сможете получить доступ к своему брокерскому счету без особых проблем. На этом все. Давайте подписывайтесь на канал и увидимся. До встречи сегодня в новых видеороликах. И в понедельник тоже увидимся. Пока-пока.